Ага. А, Кристина, во-первых, рада тебя видеть. Большое тебе спасибо, что ты согласилась. И хочу еще раз спросить, даешь ли ты согласие на запись этой сессии, которая будет выложена у меня в соцсетях, возможно, будет использована для моего менторинга и вообще будет моей собственностью. Да, даю согласие. Супер. Кристин, смотри, у нас получается 45 минут до 9. Что тебе важно обсудить? У меня стоит задача — это найти, выкопать до самого конца, мою ситуацию с тем, что любовь, я получаю через, боль. Вот, мне кажется, это так. Мгм. И в конце сессии я как бы предполагаю, что я могу найти какие-то зацепки. Может быть, даже это не любовь, потому что у меня есть предположение, а там я испытываю чувство безопасности, а это равно любовь. Ну, то есть я хочу понять вот эти вот хитросплетения, каким образом это у меня в голове работает. Ага. А что это за хитросплетение, чтобы я тоже понимала, куда нам копать? Минутку. Так, ну, получается, что надо по порядку. Я испытываю чувство, недавно произошла ситуация, в которой я испытала чувство любви и, я бы так сказала, безопасности, как бы принятия, что меня приняли, но ситуация сама по себе выглядела нездорово. И меня это, меня это заставляет переживать по той причине, что все ситуации в своей жизни создаю я сама, и я ее создала для того, чтобы реализовать эту потребность. Я бы хотела эту потребность реализовывать, я бы хотела ее откопать и реализовывать в более здоровых, ключах. Вот. Кристин, правильно услышала, откопать потребность в любви и использовать ее в более здоровых ключах, в более здоровых проявлениях. Да, все верно. Чтобы, я не создавала ситуации нездоровые. Ага, поняла. Тогда еще раз скажи, пожалуйста, что будет хорошим результатом через 45 минут? Ам, либо результат, я пойму, каким образом я создаю нездоровые ситуации, либо я пойму, каким образом создавать здоровые. И то будет являться результатом. Мне кажется, здесь просто, это как бы такой путь, и все зависит от того, насколько быстро я его пройду. То есть сначала нужно найти проблему, а потом понять, как ее реализовать по-другому. Ну, понять, как это все сделать по-другому. Вот. Я либо планирую сегодня найти причину и понять эту схему, либо в конце понять эту схему уже и реализовывать это как-то по-другому. И Кристина, то будет являться результатом. что для тебя будет прямо вот конкретным маркером, что все, я поняла, вот оно. Как ты это чувствуешь Ах, обычно? ну, когда не эта ситуация управляет мной, а я управляю ей. То есть я, как бы ощущаю, что я полностью ее контролирую. То есть все процессы, которые есть, я их все увидела, и я такая: "Ага, попались". Ну, то есть, вот, это если визуально представить, вот Мгм. я нашла всех мышей, и вот они у меня под кастрюлей. И я четко понимаю, там, или под стеклянной банкой, я четко понимаю, где они. Я как бы понимаю, что они еще там, но я контролирую ситуацию, то есть я их уже накрыла. Ага, супер, поняла тебя. Кристина, в чем важность этого запроса именно на эту минуту? Я думаю, от этого зависят мои, м, ах, мне кажется, от этого, во-первых, зависят мои взаимоотношения, с моим партнером в данный момент. И, наверное, это в корне, не то, что в корне, это должно поменять, ситуацию. То есть если я сейчас это не выкопаю, я пойду, по каким-то схемам дальше продолжать. И эта история может повториться. А я не хочу, чтобы она повторилась. Поэтому я хочу здесь и сейчас ее разобрать. Мгм. И, может быть,
как бы взаимоотношения с партнером даны для того, чтобы эту ситуацию разобрать, и уже как бы каждый сам принимает решение, куда ему дальше. Мгм. Вот. Я хочу ее разобрать. Я понимаю, что она ко мне пришла не для того, чтобы я от нее пряталась, скрывалась, а для того, чтобы ее показать, чтобы произошла через нее трансформация, и мне достаточно одного раза, чтобы это все пройти и идти вперед. То есть я хочу просто раскрыть ее. И для меня это несет такое, ну, большое значение, потому что это отражается на всей моей дальнейшей там, личной жизни, рабочих процессах. Я предполагаю, что если это есть и в жизни, то и, может быть, будет реализовываться и в других моментах. Как бы декорации это меняются, а суть остается, Мгм. потребность остается. Вот, и я хочу понять, как эта потребность реализуется, чтобы не попадать в такие неприятные ситуации. Мгм. Услышала тебя, Кристин. Скажи, пожалуйста, как тебе будет максимально комфортно и максимально полезно мое участие в этом исследовании? То есть а, мне возвращать тебе то, что я слышу, или тебе важно вот что-то проговорить, и ты находишь сама свои решения, когда говоришь? Вот как нам сделать это исследование максимально полезным, и моя роль, вот на чем мне акцентировать внимание? Мне кажется, м, может быть, лучше возвращать, потому что как бы выговариваться — это, конечно, полезно, но я понимаю, что когда человек выговаривается, мы же все можем сделать выводы. В любой ситуации можно сделать выводы. Но вот насколько они будут правильные, это уже кто знает. И мне кажется, что я могу бесконечно рассуждать и делать какие-то выводы, но меня нужно больше возвращать как бы в какие-то точки фиксации, потому что подтянуть можно все, что угодно, оправдать можно все, что угодно. Я это уже четко понимаю. Какая бы фигня ни произошла, мы все можем оправдать и все можем объяснить. Поэтому я хочу как бы больше вот больше истины в этом во всем, а не то, что я придумаю, чтобы мне было легче. Вот как бы нужна твоя помощь в том плане, чтобы ты мне показывала вот эти основные точки фиксации, чтобы я никуда не отходила от них. Возвращала меня. А, Поправь меня, пожалуйста, Кристина, если я ошибаюсь, но я услышала такие слова, как истина, правильность. А как мы будем это измерять, что вот это истина и вот это правильно? Мне кажется, что есть такие моменты, а, ну вот, как это сказать, они очевидны. Ну вот стакан такой, вот он стеклянный. Но я могу, начинать отходить от этого, как я уже говорю, как-то оправдывать ситуацию, оправдывать себя, оправдывать людей в ситуации. Но и за счет этого как-то менять, саму суть, как бы подход к этому стакану. А мне важно, чтобы стакан оставался стеклянным. То есть я как бы помнила, что он стеклянный, чтобы я не отходила от него. Не знаю, как это точно определить. Как это объяснить? Может, мы просто начнем, потому что у нас, была с тобой сессия, я помню, и мне было комфортно. Может, вот в таком ключе и продолжить. Я не знаю, как это правильно называется. Хорошо, хорошо. И, разумеется, ты помнишь, что если что-то тебе некомфортно, ты об этом сразу говоришь, или если я задаю какой-то вопрос, который тебе кажется вообще не об этом, не туда, смело кидай тапком в монитор и говори, что вообще не хочу больше, все не то. Хорошо, А, договорились. Куда важно посмотреть в самом начале, Кристин? Где, предположим, вот та самая А, первая мышь, которую мы ищем? Мне кажется, это детство. Это отношения с отцом. И у меня там были инциденты, но так получилось, что инцидент, ам, как по хронологии есть же запускающий процесс, инцидент, а есть просто произошедшее. То есть это может произойти, а запуститься это может уже в другой момент. Вот, и я по детству помню, что у меня была ситуация, как произошла. Дети, 90-е, было тяжело, сложно, мы очень бедно жили. И, короче, в детском садике мы собрались группой и выиграли деньги. Мы знали, где они лежат, для нас это было смешно, ну, как бы интересно, да, и можно было что-то купить. Но произошла ситуация, что все мои, так сказать, подружки, они
как бы либо испугались, либо я была всегда как-то впереди планеты всей и была такой идейной, что почему-то приняли решение, что я всех, всех заставила это сделать, ну, как заставила или всех подговорила это сделать. И отдувалась я. Я пережила тогда очень сильный стресс, насколько я понимаю. Ну, я его не помню, но я помню, что, ну, я предполагаю, что если ребенок такое переживает, это достаточно очень сильный стресс. И в конечном итоге там нашли деньги, мы разбирались, я ходила, показывала, где лежат эти деньги. Все, мы их нашли. И потом папа забирал меня из детского садика, и он отдал эти деньги. Ну, там минимальные суммы, что могли дети потратить, но все равно. И он меня особенно не ругал. Я не помню, чтобы меня ругал. Мне единственное сказал, что, ну, что ж, мы бы могли на эти деньги колбасы купить. Ну, вот как бы такая фраза была. И для меня активирующим событием, мне кажется, стала следующая ситуация. Это был детский сад, а это уже школа. 1 класс я отучилась. Активирующее событие, что когда мои родители разводились, тоже очень, очень важный такой момент. Мне кажется, что я это не особенно чувствовала, что это на меня особенно не отразилось, но в этот момент я была у бабушки в деревне. И произошла ситуация, в которой моя бабушка не смогла попасть в комнату, а я просто в ней заснула. Я как ребенок помню, что я в ней заснула и ничего другого не помню. Проснулась только от стука, и оказалось, что я, видимо, каким-то образом просто захлопнула дверь, защелкнула. Может, игралась, может, еще что-то, может, автоматически. Она очень сильно ругалась и ам, кричала, что я ей вру, и, вероятнее всего, я рылась у нее в комодах и шкафах. А я говорила: "Нет". Она говорила: "Ты не спала, потому что я смотрела в стекло, там 1 этаж, и тебя на кровати не было. Ты не спала, ты мне врешь". То есть было до такой степени, что я ей говорю: "Нет". Она говорит: "Ты мне врешь". И мне пришлось ребенку согласиться. Я думаю: ладно, я соглашусь с тем, что да, я рылась в комодах. Я сказала: "Да, я рылась". И она спокойно согласилась с этим, ну, как бы поорала и потом ушла. То есть ей этого было достаточно. Ам, меня не послушали, мне не поверили. Хотя я была искренней, я маленький ребенок, я не хотела врать. Потом мне пришлось еще даже извиниться. Вот это вот чувство, когда тебе не доверяют. И мне кажется, активирующее событие стало, когда папа мне тогда поверил. Поверил, принял меня, как бы там ни было, даже с учетом того, что говорят взрослые, он все равно мне поверил, потому что он меня любит. А бабушка, она мне не поверила. И вот это вот тот момент, когда ты понимаешь, что ты не в безопасности, что тебя взрослый предал, и что это не близкий тебе человек. То есть почему-то каким-то образом я стала считать, что если происходит какой-то пиздец, и меня в нем, если мне в нем поверят, если меня в нем будут любить и меня в нем примут, то значит это истинная любовь. А если нет, то это чужие люди. И потом, потом так произошло, что у меня в жизни, это так удивительно, но у меня повторялись эти ситуации. Руководитель меня стал обвинять в том, что я сливаю какую-то информацию непонятно кому, и тем самым меня предал, не поверил мне, хотя я была очень честной и чистой в этом отношении. Потом еще партнер другой точно так же не поверил. И сейчас произошла ситуация, в которой также как бы есть инцидент, и я понимаю, что там была ситуация, по причине которой, да, как как бы справедливо, что да, стоял вопрос о том, что некрасиво, там был обман и прочее, но, есть воздушные замки, есть, придуманная история на этом всем. Ну, вплоть, знаешь, как, ты ходила там за хлебом, а оказалось, что в подворотне с кем-то там, зажималась. Ну, то есть ходила за хлебом, да, да, согласна, ходила, но в подворотне не зажималась. Но в это сложно поверить. То есть я нахожу таких людей, которым сложно мне поверить. Вот это тот момент. И в тот момент, когда так получилось, что мы с человеком договорились о чем-то, то есть я увидела, что человек мне верит, ну, как бы готов мне поверить, когда в этот момент рушился весь мир, грубо говоря, и что непонятно, будут отношения или нет, и я почувствовала, что я чувствую любовь. Я почувствовала, что меня приняли, я почувствовала, что меня реально правда любят. Хотя все вокруг рушится, хотя сказано куча неприятных слов, хотя непонятно, что будет дальше, но я почувствовала, что меня любят. И вот мне кажется, это вот идет из детства. Активирующее событие это было, когда мне не поверили 1 раз, это бабушка. И то, что мне поверил отец до этого. Но я понимаю, что я могу продолжать создавать эти события,
для того, чтобы чувствовать, что вот как бы проверять людей. Вот такое, знаешь, состояние, надо проверить. И Мгм. вот внутренне, когда накапливается это подсознательно, ты такой раз, надо событие, чтобы проверить, иначе я не верю. Вот это вот внутреннее, я не знаю, что это, но я бы хотела понять, как это прекратить, потому что мы все взрослые люди, и а, я понимаю, что люди не должны мне доверять, не должны, ну, если есть ситуации, в которых сложно поверить, они не обязаны мне верить. И это не будет являться тем, что меня не любят, и не будет являться тем, что меня любят. То есть это какая-то иллюзия, которая мной придумана, и я ей почему-то как-то отмеряю вот эти вот понятия. Но она полностью иллюзорная, она некорректная. Мгм. А, Вот, могу поделиться наблюдениями. да. Смотри, во-первых, мы это уже с тобой обсуждали, ты знаешь, что в коучинге мы не ходим и не терапевтируем как бы детские травмы. И это очень важный Мгм. момент, потому что если ты чувствуешь, что вот эта ситуация тебя триггерит, она тебя тянет, и именно она не дает тебе двигаться дальше, то это психотерапия. Если ты понимаешь, что да, у тебя в жизни Мгм. были определенные события, и ты хочешь использовать их как свою суперсилу и идти с ними вперед, вот это коучинг. Какой вариант тебе комфортнее сейчас, Мгм. как ты чувствуешь? Ну, я больше опираюсь на то, что прошлое не переделать, но я могу поменять отношения. И мне Мгм. кажется, поменяв отношения, я во всем меняла отношения. Ну, как бы можно только амнезию схватить и замещающее просто событие в голову засунуть, но это не по правде. Я хочу, чтобы было по правде. Было вот так, а стало вот так. То есть мне просто нужно понимание, и мне достаточно самого понимания, чтобы начать делать что-то по-другому. Мгм. Кристина, а как ты хочешь, чтобы было? Как ты хочешь реагировать? А, Как ты хочешь чувствовать? Я хочу, смотря на что реагировать. Ну, если мы говорим про гендерные отношения, например, когда ты В почувствовал отношениях, когда любовь меня в сложной ситуации с неприличным матерным словом. ну, такой большой глобальный процесс, как я хочу реагировать. Я хочу, чтобы их не было. А если они и были, то, щас, сложный момент. Я затрудняюсь ответить, как я хочу реагировать на них. Вообще не торопимся, сколько тебе надо, столько и подумай. Абсолютно. Затрудняюсь. Мне нужно больше, наверное, конкретики. Потому что у меня сразу, знаешь, перед глазами ситуация, которая произошла, как я хочу, чтобы... Да я не хочу, чтобы она вообще была. Я не хочу в ней как-то... Я не хочу ее создавать, чтобы в ней не реагировать. Ам, Смотри, Кристин, еще одно наблюдение. А, Да. Ситуации, вообще все, какие есть, они сами по себе нейтральные. И только мы выбираем, как Мгм. мы будем на них реагировать. И мы будем это рассматривать как негативное событие, как Мгм. событие с неприличным матерным словом, или как стресс, или как что-то хорошее, или как Мгм. челлендж, или как вызов, или как урок. Это же всегда наш выбор. И именно поэтому я и спрашиваю, а как ты хочешь реагировать? Хорошо. На такие события я хочу реагировать, в первую очередь спокойно, с чувством того, что я стабильна внутри, что мне есть на что опереться. Что я в безопасности. Я вот в последнее время повторяю себе фразу «мне нечего бояться». Я как бы ушла в себя и говорю, если появляются какие-то мысли негативные об исходе, о том, я говорю, Кристин, тебе нечего бояться. Просто тебе нечего бояться. И я бы хотела чувствовать себя стабильно. То есть не уговаривать себя, проходя через это все, а быть спокойно уже в момент происходящего. Это первый момент. Ну, то есть это может быть даже о о независимости чувств,
от того, как на меня реагируют другие люди. То есть даже если мой партнер реагирует на меня, ну, то есть, грубо говоря, даже если меня не любят, то чтобы это не выбивало у меня почву из-под ног. Вот чтобы я чувствовала все равно стабильность. То есть меня не любят, но чтобы я да, это неприятно, может быть, это жаль, это досадно, было много всего хорошего, но я не хочу чувствовать, что я теряю полностью стабильность. Потому что сейчас, мне кажется, я теряю эту стабильность, как бы базу. И мне к ней нужно потом какое-то время через, какие-то уговоры, самонаставление возвращаться. Вот, наверное, я хочу именно этого. Как бы ситуации в жизни могут происходить разные, но я хочу чувствовать внутренний баланс и стабильность, безопасность. Э, И тогда какой у нас запрос на сессию, Кристина? Получается, наверное, я о безопасности сегодня буду. Я о безопасности пришла, да. Мгм. Это скорее не про любовь, а про безопасность. И ты вот с начала сессии очень много раз произнесла эти слова: спокойствие, безопасность, стабильность. О чем это для тебя вообще? Вот что это значит? Ну, это значит, что я никуда не ухожу, я ни в чем не растворяюсь. Я себя не предаю, и я против себя не иду. То есть я полностью в себе. Ну, то есть я полностью себя ощущаю. То есть у меня не отключается тело, у меня не витают где-то мысли. Вот у меня вот такие вот чувства. То есть я не теряюсь в ком-то, в чем-то, не теряюсь в ситуации. Я нахожусь полностью, как бы я собрана, я целостна. Вот какие-то такие эти ощущения. Кристина, могу попросить сказать без «не», потому что ты сказала прям целую большую такую цепочку, что не ухожу, не Мгм. растворяюсь, не отключаюсь, не отлетают мысли. А как? Хорошо, я сейчас попробую. Я целостна, я я ощущаю, а, я ощущаю свое тело, а, процессы во всем моем теле, функционируют без слова "нет"? Нет, без не подходит, я думаю, так же, как и "нет". Все процессы в теле функционируют, обычно. Я Я чувствую наполненность, и я чувствую свое присутствие. И я чувствую, а, я что я в безопасности. Вот я думаю, это так. Мгм. Кристин, правильно я услышала, что когда ты чувствуешь себя целостной, когда ты ощущаешь свое тело, наполненность, присутствие, то это и есть для тебя проживание и ощущение безопасности? Да, да, да. Я слышу себя, я чувствую себя, и я знаю, чего я хочу. В эти моменты я чувствую силу. Я чувствую, какая я как бы мощная. В эти моменты я способна отдавать, генерить. А, вот я ресурсная в эти моменты. А как ты попадаешь в это состояние, Кристина? Сейчас, в данный момент, я мне кажется, я пользуюсь темой как, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, я стараюсь обесценить какие-то вещи, чтобы они стали для меня менее важными, чтобы, вот эта пониженная важность у этих
проблем, которые меня тяготят, она позволила мне как бы расслабиться и войти в это состояние. То есть, грубо говоря, ам, произошла ситуация, я пытаюсь ее как-то оправдать, она меня цепляет, я пытаюсь и убрать у нее градус, чтобы вновь войти в баланс. Вот, но это, мне кажется, больше иллюзорно. То есть я так или иначе, меня так или иначе выбивает. И в этот момент я пытаюсь искать баланс. А я понимаю, что мне нужно стремиться к тому, чтобы ситуация меня не выбивала. И не использовать вот эти вот механизмы обесценивания, понижения значимости, чтобы снова прийти в баланс. Потому что это сильная затрата энергии меня, ну, как бы шатает, я бы так это назвала. Такие американские горки своеобразные. Мне кажется, я все-таки понижаю значимость. Я могу придумать, вот, к примеру, чувство безысходности, я заменяю чувством злости. То есть я понимаю, что событие какое-то произошло, я нахожу в нем что-то, на что я буду злиться, и этой энергии, потому что безысходность, мне кажется, это чувство, как же это называется, когда ничего нет. Ну, то есть оно без энергии. А злость — это сильная энергия. То есть я как бы пытаюсь задавить это чувство, тем самым дав себе вот возможность снова заиметь эту силу, вернуться в себя. Ну, обесценив других людей, которые для меня были значимы, и получилось так, что они повели себя не так, как я ожидала, не так, как мне комфортно, не так, как мне хорошо. Мне приходится их обесценивать их действия, обесценивать их чувства, обесценивать свои чувства по отношению к ним, чтобы вернуться опять в баланс. Вот, думаю так. Поправь меня, если я ошибаюсь, но для меня это звучит как некий внутренний конфликт а, из, с несколькими участниками. Вот как это для тебя? А, ну, что именно звучит как внутренний конфликт? Я услышала, Сам, что ты знаешь состояние, когда ты мощная, когда ты сильная, когда ты в ресурсе, когда ты проживаешь мгм. безопасность. Я услышала, что для того, чтобы тебе попасть в это состояние, тебе нужно дойти до самого низа и прожить злость и обесценивание других людей, и проживание этих негативных эмоций будет служить топливом для возврата и для движения к мощной Кристине в безопасности. И это получается вот как те самые американские горки, как качели, как для тебя. Я бы здесь, вот чтобы дополнила, может быть, это и так, но я бы хотела дополнить момент, что, ам, если, давай это так назовем, все происходит так, как мне комфортно, к примеру, меня любят, мне доверяют, то есть ничего не происходит, я чувствую себя в ресурсе. Но если происходит ситуация, которая, ну, вот которая неприятная, которая, негативная. В этот момент, чтобы с ней как-то побороться, и войти в ресурс, мне приходится проявлять агрессию по отношению к этой ситуации и обесценивать ее. Кристина, Вот, а могу вот эти 2 состояния. То есть не прости, перебила тебя. то есть получается, что не для того, чтобы войти в стабильность, я прохожу все эти круги ада. Скорее, мне кажется, я по большей части. Может быть, на самом деле я и создаю эту ситуацию, чтобы вот я сейчас просто начала додумывать, но это очень странно, потому что это, видимо, настолько глубокая внутренняя потребность, что я ее даже, ну, очень серьезно не осознаю. То есть я комфортно себя чувствую, но потом я могу ее создать, чтобы пройти эти все круги ада, чтобы ее опять обесценить и вернуться в стабильность. Ну, может быть так, может быть. Но если так прикинуть, то, скорее всего, да. Вот, ада. И как это Ну, тебе? это как говорится, мне кажется, это как это называется? Все не дается легко, все не должно даваться легко или что-то об этом. Просто так ничего не бывает. Там, любовь через, страдания.
ну, вот эти вот чувства, через которые ты должен проходить, чтобы в итоге получить. Это как награда, что ли. То есть я не позволяю себе это иметь. М? Кому должен, Кристина? Я сказала: "Должен". Да, я должна признаться, у меня такое иногда бывает. Ну, это бывает редко, но бывает. Я, когда училась на режиссерском, я писала рассказы от мужского лица. Я не писала от женского, я писала от от него. У меня какой-то внутренний мужчина. Ужас какой. Ну, вот мне кажется, что нужно проходить какие-то моменты, чтобы, ну, это что ли награда какая-то, либо я себя как-то наказываю за что-то, либо считаю, что вот просто так не должно быть, не бывает, а вот должно пройти вот это, а потом будет вот это. Как-то усложняю себе путь, я заметила. Усложняю какие-то моменты, очень люблю их усложнять. И что это дает тебе, Кристина? Путь преодоления, сила, что я справлюсь, что я сильная. Ну, то есть я себя в эти моменты подбадриваю, даю себе энергию, как бы поддерживаю сама себя, что-то типа того, что какой-то, знаешь, вот статус, вот я сделала это, я молодец. Правильно, Может быть, я не реализую, прости. может быть, мне нужно реализовывать эту потребность, ну, как бы это, по сути, достигаторство какое-то, потребность достигать каких-то результатов, может быть, вот, чтобы это я оценивала, может быть. Я пытаюсь как-то это привязать, к своей потребности, чтобы меня воспринимал социум. Ну, то есть у меня есть такая внутренняя потребность, я хочу быть, известной. То есть я хочу, чтобы обо мне говорили, я вот хочу этого. И, возможно, это о том, что, я просто так ни за что о тебе не будут говорить. Ты должен быть, ты должен сделать что-то ценное. И вот, возможно, это вот эти моменты, ну, которые я вот прохожу, это чтобы потом сказать: "У меня же такой опыт, я вот". Возможно, это об этом. Кристина, правильно слышу, что это получается, как если бы ты сама создавала себе проблемы или какие-то препятствия, или какие-то ситуации, чтобы бороться с ними, в муках их проживать, и чтобы потом сказать: "Во, круто, я молодец". Мне кажется, да, вот такая тема у меня прослеживается по жизни. Какое-то вот достигаторство. Вот надо это сделать, это надо достичь. Как оно связано с твоим запросом про чувство безопасности? А, Мне кажется, чувство безопасности, оно связано еще и с принятием. Я понимаю, что это как бы неразрывно связано. Если я буду такой, то меня как бы примут, мне будут верить, и тогда я буду в безопасности. То есть я буду чувствовать себя более стабильно. Может быть, это об этом. А правильно ли я еще услышала, Кристина, вот когда ты описывала эту безопасность, когда ты что ты проживаешь ее, когда ты целостная, когда ты ощущаешь свое тело. Вот для меня это звучало как, когда ты смещаешь фокус внимания внутрь себя, ты начинаешь себя слышать, и тогда ты чувствуешь, что ты в безопасности. Да, это тоже об этом. Да, это об этом. Ам, Скорее, когда происходят ситуации вовне меня, они меня сбивают, они перетягивают этот фокус. То есть не они перетягивают, а я в свой фокус перенаправляю туда. И очень сильно, возможно, заигрываюсь в этих ситуациях. То есть меня там очень сильно много что цепляет. То есть очень много точек зацепок, что меня выбивает, и я начинаю сливать энергию туда. А зачем ты это делаешь? Почему мне это выгодно?
Слушай, ну здесь можно, наверное, подумать даже о том, что, возможно, я ну, как когда ты не знаешь, что делать с собой, ты эту энергию, которая тебя может разорвать, просто начинаешь сливать, иначе она тебя разорвет. Ну, что-то на типа этого. Там очень много всего, и у меня ощущение, что я не до конца понимаю, как со всем этим работать. И когда я на что-то Мгм. Говори, может быть, я не туда. Из какого состояния ты не понимаешь, что с этим делать? Вот если вернуться в то состояние, которое ты описывала, когда ты целостная, когда ты чувствуешь свое тело, когда ты чувствуешь, какая ты мощная, когда ты вся в себе. Ты хочешь сказать, что в этом состоянии ты чувствуешь, что тебя разорвет, или я неправильно услышала? Ну, я могу только предположить. Ну вот я могу только пофантазировать на вопрос, зачем я это делаю. Пока не могу понять, зачем я это делаю. Я смещаю фокус и перехожу туда. Ну, это насколько я сейчас понимаю. Я-то эти процессы не контролирую. И пока не затрудняюсь ответить на этот вопрос, зачем я это делаю. Кристина, было бы интересно вот там к следующей нашей встрече посмотреть и поотслеживать, а как ты это делаешь, а зачем ты это делаешь, а что ты получаешь в итоге этих действий. Ну да, нужно поискать этот момент, но у меня сейчас такое чувство, что я по большей части вот в данный момент стараюсь балансировать. Я вот в состоянии безопасности и стабильности сейчас могу пребывать только если обесцениваю. То есть проходя вот эту всю ситуацию, потому что она еще достаточно свежая, и я как бы обесцениваю события, я обесцениваю действия людей, я злюсь, чтобы вернуться в стабильность. Вот. Я даже вот как бы не знаю, как мне поискать. Прям меня сейчас очень сильно шатает, я попытаюсь это все посмотреть, как это работает. Сейчас это даже сильнее выражено. Мгм. Мгм. И еще опять-таки хотела спросить, вот когда все-таки, если мы вернемся в твое ресурсное состояние, когда все-таки вот ты в себе с фокусом внимания внутрь себя, а как там комфортно проживать любовь, с которой мы начали? И нужно ли там создавать вот эти ситуации с неприличным словом? М. Вот из того состояния, как это тебе комфортней, как ты чувствуешь? Немного не понимаю вопроса. Вот, может быть, головой пытаюсь думать, но если мне там хорошо, ну, вот и даже если логически, если мне там хорошо, зачем мне там что-то создавать? Мгм. Ну, значит, получается, что, возможно, чувство безопасности у меня получается из-за того, что я что-то преодолеваю, и за счет этого тоже какой-то бонус имею через преодоление. Я чувствую, что я расту, что растет мой масштаб личности, и я чувствую себя более безопасно в этом мире. Больше опыта, значит, больше безопасности. Может быть, поэтому. То есть я чувствую себя сильнее, что ли, типа того. Короче, сложно пока разобраться. Кристиана, вот мне кажется, что ты как-то немножко изменилась к концу сессии. У тебя немножко изменился голос, и ты как-то замедлилась. Как ты себя чувствуешь? М, Ну, тут такие состояния, мысли, и это называется какое-то, ну, самокопание начинается, и я пытаюсь разобраться в том, что я чувствую. Вот я такое состояние смятения, я бы его так назвала. Мгм. Когда не понимаешь, что от чего, что к чему идет, что с чем взаимосвязано. Такое состояние, как будто взяли тину, ее взболтали. Мгм.
Или как те самые мыши Вот. из банки, которые разбежались и которых мы хотели ловить. Да, то есть сейчас непонятно, что от чего, что с чем связано. Ну, можно только предположить. Пока вот как бы особенно почувствовать, м, я не могу почувствовать. Почему-то не получается найти какие-то зацепки. А где ты ищешь, Кристин? Блин, я почему-то в голове пытаюсь это все представлять как бы схемами, что ли. Такие вот ощущения, что от чего зависит. Как-то пытаюсь структурировать это, потому что когда это в хаосе, это сложно для меня. Я, наверное, больше структурный человек. А те состояния, которые ты описывала как ресурсные, они все-таки в голове или они в теле? Как у тебя это? В теле. А как ты думаешь, может быть, есть смысл поискать в теле? Как тебе было бы комфортно? И сместить фокус внимания все-таки с Согласна. головы? Как тебе? У меня, знаешь, как получается, ты когда задаешь вопросы по поводу негативных ситуаций, я чувствую оцепенение. Я перестаю чувствовать тело. И для меня все негативные ситуации — это о том, что я не чувствую ничего. Вот мне кажется так. Ну, то есть я испытываю какой-то дичайший страх, и, ну, вот нет этих чувств, и я пытаюсь как-то уже такая головой, пытаюсь понять, что происходит. А когда ресурсное состояние, я чувствую тело, Мгм. я чувствую наполненность, я чувствую, что я его чувствую, что оно во мне. Мгм. Вот. Поэтому как-то сказать, что я чувствую в момент, когда я испытываю негативное состояние, я ничего не чувствую. Это моя такая особенность. Там есть, по-моему, 3 состояния, когда опасность. Ты либо бежишь, либо нападаешь, либо замираешь. Вот я замираю, я как умираю. Такое состояние, как будто небезопасно находиться, и я сразу все, выключаюсь. И при этом, как ты сама сказала, ты знаешь, как чувствовать фокус внимания в тело, что это дает тебе ощущение стабильности и силы. Ну, чувствую, да, состояние, когда я сфокусирована на теле. Да, Мгм. и чтобы свернуться в это состояние, я, ситуации стресса, агрессии начинаю обесценивать, понижать их значимость. Мгм. Кристина, вот смотри, у нас осталось прямо буквально несколько минут. Мгм. А, Стало ли понятно хоть какая-то из этих мышей, которых мы искали? М, наверное, больше стал понятен мой запрос — это о безопасности. Ам, больше появилось, каких-то мыслей, может быть, я все таки смогу прочувствовать, где вот эти вот точки переключения, потому что сейчас я их не могу вспомнить, я бы так сказала. Может быть, тело поможет эти моменты найти, какие моменты я переключаюсь и что я испытываю. Ам, ну, думаю, конечно, много чего есть над чем подумать, в плане того, чтобы поискать вот эти вот, американские горки, как они происходят. И, возможно, поискать, почему мне это выгодно. То есть тоже попробовать телом, потому что каким-то же образом я себя из стабильности забрасываю туда постоянно. Значит, в состоянии стабильности мое тело это чувствует, значит, оно мне что-то должно подсказать. Почему же все-таки я себя забрасываю? Так сказать, выкидываю. Мгм. Такая, иди погуляй. Мгм. Ну, что-то наподобие этого. Ну, конечно, есть над чем подумать, да. С чем уходишь тогда, Кристина? С заданием. Скорее даже с заданием понаблюдать, вот. Насколько Понаблюдать за оно состоянием. тебе как бы органично?
Потому что все-таки это же не домашнее задание, не обязаловка. Но я в данный момент искала какую-то, может быть, точку фиксации, на что бы я могла как-то опереться и посмотреть на эту ситуацию. Потому что я её уже по-разному покрутила, как я раньше могла крутить. И как бы рефлексировать я могу уже только об одном и том же. Поэтому вот этот момент, я думаю, что я его как бы задействую, и это новый инструмент, которым можно все это еще покрутить и разобрать. Вот так бы я это назвала. Новая деталька. А где, по-твоему, эта точка, Кристина? М, Точка чего? Из которой будешь крутить? У меня почему-то все вот здесь. Мгм. Ну, вот где-то в этом моменте. Ну, то есть в теле. Ну да, да, 100% в теле. Мгм. Ну да, все верно. Я просто перепроверила Мгм. еще раз. Супер. Спасибо большое тебе, Кристин, за смелость, за честность, за сессию. Еще раз, как договаривались, спрашиваю, разрешаешь ли ты оставить эту сессию, оставить эту запись? Да, я согласна на публикацию, я разрешаю. Хорошо. Спасибо тебе огромное за мысли, за такие взяла за ручку и провела, я бы так сказала. Это самое начало пути, и это действительно не разовая акция. То есть это понятно, что а, ну, неправильно было бы ждать от одной сессии, что вот сейчас прям мы Да, конечно. все разберем. Я даже больше скажу, иногда порой инсайты возникают, через какое-то время. Ты можешь все это разобрать, а состояние: "Я поняла", вот это прочувствовала на уровне тела, перепрожила это по-новому, возможно. Это уже немного как бы другие вещи. И это вот так вот не делается. Это приходит время, ты готов к этому, это происходит. Ну, главное идти. 100%. Спасибо большое, Кристин. До встречи. До скорейшей встречи и Спасибо классной тебе. недели. До встречи. Всего И тебе спасибо огромное. пока-пока. Пока-пока.